Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Что может быть проще, чем приготовить на завтрак или ужин омлет? А давайте немножко пофантазируем и приготовим порционный омлет на каждого члена семьи по его пристрастиям. Для рецепта мы возьмем, самое главное, чтобы у вас были вот такие вот у меня 4 будет порции, 4 вот у меня мисочки. Дальше понадобится нам большая кастрюля или сковородка с широким дном. Заполняем водой и уже ставлю на разогрев. Самое главное в омлете, это чтобы были у вас в холодильнике яйца нашлись и молоко. А еще я сегодня в холодильнике у себя нашла макароны, вот такие вот у меня симпатичные, сырокопченая колбаса, сыр, свежезамороженные помидоры и перец. Еще тут 2 перышка лука. Ну и все, да, соль, перец по вкусу. То есть подбирайте все, что вам нравится. Взбиваем яйца с молоком. Добавляем соль и молоко. Перемешиваем. Макароны раскладываем по всем мисочкам. Остальные продукты раскладываем по желанию. Все заливаем яичной смесью. Можно подсолить и поперчить. Но учтите, что уже я яйца солила. Ну, чуть-чуть буквально. Ну, перец добавлять не буду. Теперь берем кастрюлю широким дном или сковороду. Вода у меня здесь теплая. Я нагрев отключила вовремя. Можно все делать в духовке на противне. Ставлю нагрев. Прокладываю на дно тряпочку, это как при стерилизации банок, чтобы банки не лопнули, прокладывается тряпочка. То же самое мы сделаем в нашем случае. И выкладываем сюда мисочки. Вот они аккуратно, у меня все 4 помещаются. Нагрев уже могу поставить на средний. Накрываю крышкой и жду, когда омлет приготовится. Периодически открываем крышку и проверяем готовность омлета. Я уже 2 раза проверила, посмотрела. У меня омлет готов. Достаем его. И с пылу с жару подаем к столу. У нас получился омлет на пару. То есть без добавления масла лишнего, без жарки. Все чисто и вкусно. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.